Здравствуйте! Во всем должен быть порядок, особенно в инструментах. Порядок увеличивает производительность, экономит время и глаз радует. Сегодня, как и обещал, расскажу об универсальном креплении инструмента на стену. Называется оно французские планки. Это крепление простого изготовления, надежно и удобно в использовании. Суть заключается в угле 45 градусов. К стене крепятся планки, у которых верхний торец точен в сторону стены, а у полки для инструмента ответная часть. Верхняя планка заточена в том же направлении. Образуется замок, который работает на всю длину планки. Скорее всего, не очень понятно объяснил, но скоро все поймете. Для этих целей можно выбрать фанеру толщиной 10-15 мм. Я взял доску 20 мм и вполне подошло. 3-метровые планки я закрепил на стену дюбель-гвоздями еще неделю назад. Сегодня делаю полку для перфоратора. Примеряю перфоратор и отрезаю от листа фанеры все лишнее. Я взял обрезки от прошлых проектов. Стараюсь не выбрасывать оставшийся материал, ведь никогда не знаешь, где он может пригодиться. Получился прямоугольник, в который полностью помещается перфоратор. Перфоратор будет висеть на крюках из той же фанеры. Я измерил толщину перфоратора и подобрал коробку по размеру. Просверлил и разделил деталь пополам. Все предельно просто. Я вообще все стараюсь сделать максимально просто, исходя из своих навыков и имеющихся инструментов. Креплю крюки к основанию полки, чтобы удобнее было крепить, соединяю все детали степлером. Крепление, конечно, ненадежное, но как временное вполне подходит. Засверливаю, чтобы саморезом не разорвало фанеру, и зинкую. По-хорошему, для пущей надежности, крюки нужно врезать в основание. Но я пока так не умею, а если кто-то подскажет, как это делать, буду сильно благодарен. Не забывайте о безопасности. Всегда одевайте очки и надежнее крепите струбцины. Из завалявшегося бруска делаю крючок для кабеля. Кабель у перфоратора длинный, и я решил, что проще его хранить мотком внизу полки. Также засверливаю и креплю саморезом. Детали удобнее шлифовать перед сборкой, но так как полка простая, сегодня я шлифую уже собранную. Осталось закрепить ответную планку крепления с резом внутрь. Получилась простая полка, но инструмент будет всегда находиться под рукой и выглядит все это отлично. Пока что не придумал для перфоратора ничего практичнее и изящнее. Но как только придумаю, сразу сделаю, благо для этого не нужно много времени. Теперь можно вешать готовую полку с перфоратором, и фрезером, и рубанком, и циркуляркой, шлифмашинкой, и лобзик, и болгаркой, шуруповертом. Главный плюс этой системы крепления в том, что можно легко передвигать полки и добиваться максимального удобства. Надеюсь, ролик стал вам полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного и полезного. Всего вам хорошего!